Доброго всем времени суток. Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала. Спасибо вам за ваши замечательные, трогательные комментарии, за ваши лайки, подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто постоянно думает о тебе? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Если сигнификация похожа на вашу подругу, есть у вас возможность появляется отослать это видео подруге. Пусть она также узнает, кто же постоянно думает о ней. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, начинается. Что это за вампиры какие-то? Так, на прямых. Так и хочется сказать по этим картам. Карта невозможно, вампир, карта ангелы, треугольники какие-то, волшебство, тут фея и ожидание чего-то прекрасного. Все вместе, можно сказать, вот не получается. Вот хотелось бы без всяких вампиров, хотелось бы без каких-то личностей, которые приходят для того, чтобы только брать, и в ответ в лучшем случае нервы портить, да? Так, сейчас будем докладывать. Вообще вас показали женщина, которая, может быть, ну, понятно, увлекается. Тут карта феи, это волшебство, это не в прямом смысле, что вы там, не знаю, что маг, практик, ну, может, кто-то и практик, правда. Тут больше ваше видение мира, да, скорее склад. Восприятие мира, такое какое-то, вы верите в волшебство, правда. Увлекайтесь, может, эзотерикой, те же расклады, может, кто-то психологией увлекается. И тут вот эта карта следующая, говорящая о том, что вы все равно верите вот в чудеса, в предзнаменования, в какие-то знаки, которые вам Вселенная дает. И все равно ваше сердце открыто навстречу чему-то прекрасному, новому. Как бы вам там плохо не было, какие бы испытания вам не посылала судьба. Ну, наверное, оптимизм какой-то с вашей стороны. Наверное, нежелание опускать эти руки. Ну, верите во все светлое, доброе. Вот эта карта говорит о том, что все равно верите. Ждете. Вот что-то должно измениться в вашей жизни в лучшую сторону. Возможно, так и будет. Так, сейчас уточню, что за вампир. Так, это вы у меня вампир. Карма, интересно. Скорее всего, вы какой-то урок проходите. Так, с вампиром. Вас окружает кто-то в вашем окружении, кто-то вампир. Карта святая вода. Это о чем? Это вы уже как будто бы прошли, девочки. Вот такое у меня ощущение по этим картам. Как будто урок вы какой-то усвоили. Уже по святой воде это как будто бы даже, знаете, осталось какое-то только послевкусие, но при этом вы, может быть, кто-то научился взаимодействовать с такими людьми, которые, ну, повторюсь, потребители. Готовы брать и очень мало дают вам взамен. Скорее всего, где-то вы то ли дали отпор, то ли, ну, научились как-то эти рамочки границы уже выстраивать. Так, сейчас. У кого-то проиграется вообще карта, ну, тут без денежья есть собака. Как будто бы за ресурсом к вам приходили люди, и при этом они себя позиционировали, или им так удобно было прикидываться вашими друзьями. Собака это друг. Поэтому я не буду тут все сваливать исключительно на мужчин, на вот как будто бы пара там, может быть, пытались в эту пару создать, как-то выстроить отношения, но был перекос во взаимоотношениях, соответственно, с этих карт. Мне как получается, как будто бы вы могли больше отдавать энергии, внимания, заботы, нежности. Может быть, в надежде это все получить, но по факту вы вряд ли это получили. Тут у меня карта борьба. Знаете, как будто бы, может, в один момент вы осознали, повторюсь, это не обязательно касается мужчины, там, вашей второй именно половинки. Тут, в принципе, как будто бы это ваш урок на взаимодействие с людьми. Мне показали карма. Кармический урок. Где-то, может быть, сами вы даже из лучших побуждений могли вот передавать эту энергию,
могли навстречу к людям с распростертыми объятиями, с сердцем открытым. В этом нет ничего плохого. Но просто тут показано, как будто бы нужно, как будто бы не то, что там отдавать отчет себе, да, что если люди раз за разом там приходят к вам, нуждаются в вас и берут с чистой совестью у вас ваши ресурсы, кто-то время ваше забирает, кто-то и материально из вас мог помогать, да, кто-то, в принципе, за советом, за подсказкой. Опять-таки, ресурсы, вашу энергию, внимание, кто-то любовь вашу. И при этом, как будто бы, априори, как будто бы им положено, им обязаны вы чем-то. А тут вот карта собака, допустим, да, если они даже говорят, как будто бы с позиции дружеские какие-то отношения, но при этом, может быть, когда вы нуждались в ком-либо, в чем-либо, с их стороны комбинация из 3 пальцев, да, или люди отмораживаются, или еще что-нибудь такое случается, или у них там, не знаю, бобик заболел, и они не могут уделить внимание, или там срочно им самим нужны какие-то средства. Тут такое, может быть, вы даже толком и не обращались. Просто, может быть, где-то подсознательно надеялись, что, если я к ним так, то и они. Вот похоже, как-то что-то пошло не так вот, по поводу. Не с вашей стороны, скорее всего, неправильно выстроен этот механизм, да, нет правильного энергообмена и всего остального. Какая-то борьба. Скорее всего, вы столкнулись с тем, что нужно отстаивать свои где-то права, потребности, в конце концов, и карта лед. Лавочку прикрыли, скажем так, наверное. Наверное, закрыли этот пункт скорой помощи, да, энергетически там, где к вам обращаются, вы всю себя отдаете, а потом, когда вам нужно своими делами, своей жизнью заниматься, у вас уже энергии не хватает и на свои какие-то дела, свершения мечты. Так, вот почему-то вот тут говорят, вот как-то невозможно, может быть, сейчас уже невозможно, в связи с тем, что мы рассмотрели, там как заморозка вышла у меня, то есть прежний сценарий уже, первая карта карма, то есть урок пройден, я вас поздравляю. И прежние сценарии уже не работают в отношении вас. Может быть, даже вы сами осознаете уже в полной мере. И назад уже дороги нет, да, вы уже совершенно другой человек. Так, покровительство высших сил. Тут карта ангел. Невозможно. О чем это? Вверх по лестнице. Время. Смотрите, тут может быть тоже, как тут любовные треугольники, тут какие-то люди, в общем, наличие третьих лиц во взаимоотношениях. С кем бы вы ни были, у меня такое ощущение, как будто бы, если это любовная история, то в этой истории присутствует еще либо с вашей стороны еще кто-то, да, то есть мужчина, муж там, то есть 2 мужчин, то ли со стороны мужчины, которого вы там хотели видеть рядом с собой, тоже, может быть, не до конца доразведен. Еще там какие-то форматы взаимоотношений у него. Может, вы даже об этом не догадывались до поры до времени. И вот эти карты, вот как будто невозможно, может быть, вам уже находиться в таких отношениях. Как карта ангел. Но это как ангел-хранитель, как будто бы вас выводят. У кого-то кармический урок по поводу того, что не нужно изначально было даже, да, с таким мужчиной надеяться построить отношения. Вначале разведись там или разойдитесь вначале. Как будто бы может быть такое ощущение, как не в то время, не в том месте вы встретились, или действительно нужно быть свободными абсолютно людьми для того, чтобы даже мечтать, предполагать, что можно вместе построить что-то. У кого-то так проиграется. Как будто бы вас, назовем это, да, отводят, потому что показана карта лестница и карта время. Вот говорят, через время у тебя будет там рост, развитие. И, понятно, это как урок останется с тобой, но вообще твой, скорее всего, путь, он без этого мужчины, если там у этого мужчины так и остается там какая-то женщина, то ты должна идти дальше. Могли отношения, кстати, такие непонятные форматы длиться какое-то время. То есть это не раз вы встретились, там понравились и разошлись. Нет, это могла какая-то долгоиграющая история быть.
И опять-таки, может быть, чему-то учат, и как отводят вас, да, опять-таки, от того, что вам нужно держаться подальше от этих игр каких-то, карта игра. Потому что, ну, как правило, ничем хорошим такое не заканчивается, да. Карта отшельник. И урок на что? По отшельнику на то, чтобы найти ответы, которые вас мучают. Они где-то не дают вам спокойно жить. А так вот ответы на какие-то вопросы вам по отшельнику нужно найти, отстранившись, как-то посмотрев со стороны на эту ситуацию, в которую вы попали. Неважно, касается то ли это каких-то там отношений ну, не знаю, с друзьями там по вампиру, с теми, кто где-то пытается вас использовать, пытался, да, в принципе, о вашем взаимодействии с людьми, или же взаимоотношений с мужчиной, неважно, тут говорят, это по отшельнику это мудрость, вы набираетесь мудрости, но причем ответы на вопросы, они уже есть внутри вас. Нужно заглянуть внутрь себя и все это получить. На самом деле, правда, человек как взросление какое-то происходит. И вам не нужен сейчас, ну, не знаю, в принципе, не утверждаю, но по этим картам мне как будто бы не нужно вам ориентироваться даже на свою там вторую половинку или в перспективе, да, на этого какого-то второго. Вам нужно самим по себе стать счастливыми, самим себе ответить, чего вы хотите, без привязки к какому-либо партнеру. Вот по этим картам так идет. Вот это основа основ получается. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, смотрим, да, кого проигралось, смотрим. Так, вопрос. Кто постоянно думает о тебе? Так, кто постоянно думает о тебе? Наверное, посмотрим, что этот человек думает о вас. Кто постоянно думает о вас? И что этот человек постоянно думает о вас? Кто постоянно думает о вас? И что этот человек постоянно думает о вас? Кто думает о вас? Что этот человек думает о вас? Кто думает о вас? И что этот человек думает о вас? Кто думает о вас? Что он думает о вас? Еще, наверное, эти возьму. А эротические не взяла. Ну, конечно. Как же ж. Надо же было интересно. Кто думает о вас постоянно? И что этот человек думает о вас? Кто думает о вас? И что этот человек думает о вас? Постоянно. Причем на постоянной основе, да? Кто думает о вас? Ух ты. Так смешно. Какая-то звезда, я не знаю, то ли мужчина, то ли женщина, сейчас узнаем. Ух ты, императрица, женщина о вас постоянно думает. Звезда. Тут так интересно. Звезда, которой то ли вы свинью подложили, то ли как будто бы, знаете, человека тут, ну, такое хорошее самомнение, еще и по императрице тут. Сейчас буду уточнять. Ну, то есть, тут, может, и амбиции. И тут как будто бы в голове какая-то зараза, это она думает, какая-то зараза мне свинью подложила, испортила все мои планы, перечеркнула по карте кораблю там какие-то мои начинания, желания, ощущение того, что сейчас в мою жизнь что-то влетит классное, что-то в хорошую сторону изменится. Как будто человек тут себе придумывал, напланировал. И тут как гром среди ясного неба, а тут какое-то озарение, инсайт. Ощущение того, что шеф, все пропало, все пошло как-то не туда. Интересно. Сейчас будем смотреть. Да. Сочетание, конечно, дьявол и императрица. А опять корабль из другой колоды. Тут как будто бы женщина
что-то такое себе как бы выстроила планы. Прям уже, может быть, готова была вот встречать какие-то вот на пороге новости, причем они должны были быть такими классными. А тут, ну вот по этим ощущениям, я не буду говорить, что это вы ей дорогу перешли, но каким-то образом тут треугольник, ну не буду привязывать сюда прям это, ну, любовный треугольник. Ну, давайте так. У человека и амбиции присутствуют, ну и объективно наделена она тут такими, хотел сказать, параметры, качествами по звезде привлекательная, может звезда местного там масштаба какого-то, местного разлива, ладно, ну, местная какая-то, да, или не местная. По императрице действительно интересная, такое уважение к себе присутствует 100%. Но тут даже наделена она качествами достойными, но тут, девочки, тут такой винегрет, и в каком плане? Потому что это больше как будто бы ожидания, а они пока ожидания, и у нее прям, вот, допустим, была, допустим, у нее какая-то мечта, уж не знаю, почему-то у нее в голову лезет там, вот она мечтала занять там должность какую-то, не знаю, генеральный продюсер какой-то, ладно, бухгалтер, там, главный бухгалтер, да, и она, может, действительно обладает какими-то там способностями, качествами, ну, соответствует, да, то есть она действительно может занимать эту должность, и все, и она, может быть, даже горела этим, мечтала об этом, ну, давайте так, не бюджетное какое-то там, это, как это сказать, предприятие, а может быть, там, хорошая коммерческая структура, да, и, соответственно, зарплата, то есть перспективы и все в этом роде. И она была тут 200% уверена, что вот-вот сейчас она действительно ей предложит эту должность. То же самое касается, там, может, повышения зарплаты. Она и ждала, и вот-вот должны были. Или же это даже в любовной сфере у кого-то. Вот-вот там молодой человек там, может, предложит ей там кто-то замуж, кто-то съехаться, да, там еще что-то, какие-то варианты. То есть корабль самого лучшего, классного. И тут она ожидала этого. И, соответственно, может быть, у кого-то даже в связи с этим, с тем, что она ожидала, ну, как будто бы логично, там, повышение уровня материального, может быть, социальный какой-то такой вот. Вот тут вот для этой женщины очень важно вот какое-то уважение в социуме, где-то ее там прям, может быть, хвалили даже, может быть, отмечали достоинства. Опять повторюсь, она ими действительно наделена какими-то достоинствами. Но тут же опять это свинья. Свинью кто-то подложил. Какой-то, то ли как ей перешел дорогу, то ли кому-то вот ей должны были предложить эту должность. А тут бабах и кому-то другому предложили. Бабах и зарплату подняли не ей, а кому-то другому. Форс-мажор, я же говорю, тут какой-то вот, то есть как гром среди ясного неба. А она считала, что все это уже как вот, она это 200% должна получить, это как в кармане у нее уже лежит. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Девочки, тут дьявол 2 раза на эту женщину вышел. То есть, ну не бывает черного и белого, но тут такое какое-то сочетание. Тут зеркало, дьявол, треугольник. Где-то даже может быть, знаете, как вот отчасти человек, который ей типа перешел дорогу, потому что я не вижу, чтобы он специально, этот человек, ей перешел дорогу. Может быть, это как, знаете, она ждет, что вот сейчас ее повысят там и должность, да, дадут какую-то там ожидаемую. И тут, получается, там вообще из какого-то другого региона переводят мужчину, женщину, неважно. А еще хуже, да, если это женщина, да, мужчина, это еще как-то можно смириться, а тут вот просто карта зеркала и треугольник, как наличие третьих лиц. То есть и тут бабах, это, допустим, женщина, которая вообще она ее не знает, и она же тоже не виновата в том, что ей эту должность предложили. И у этой полный тут ступор, такое вот у меня ощущение. Ну какой-то вот тут все пошло не так. И тут карта зеркала, скорее всего, это даже женщина, может быть, даже и похожа на нее. Не обязательно внешне, может быть, там
манерой там ведения себя там, в обществе или какие-то там, даже интеллект может быть, даже там способности, таланты какие-то. Вот что-то похожее есть в этой женщине, мне так кажется. Вот тут женщина, мужчина, как будто бы обладает, может, теми же характеристиками, да, назовем это так. Но вот этой женщине, которую мы смотрим, девочки, тут по дьяволу, тут такие у нее эти какие-то страсти. Может быть, она даже рассматривает вот того человека, который ей перешел так называемую дорогу. Если это вы перешли дорогу, то тут у нее масса, гамма эмоций, всяких мыслей, сравнений по зеркалу, может быть, почему она, чем она лучше, почему так получилось. Вот это вот какое-то идет сравнивание, девочки. Где-то в чем-то даже она считает вас, может быть, ну не то, что там ровня, не ровня, ну достойной соперницей. Но от этого к вам хорошо относиться навряд ли будет. Так, опять-таки ждала она, как будто бы или ждет до сих пор каких-то изменений, которые карта дом, может быть, в личной жизни, может, у кого-то с имуществом что-то там изменится. Ну, так, дом. Так, какая еще эта женщина? Ну, знаете, тут сочетание, она очень даже не глупая, по старейшине, в принципе, может обладать какими-то знаниями. А даже если что-то не знает, может обращаться, допустим, знает, к кому обратиться для того, чтобы получить квалифицированную помощь, там поддержку, может быть, даже какие-то знания, которые действительно, ну, они стоят того почему-то. Но при этом же такое сочетание, она обязательно, если она будет обладать какими-то знаниями, она будет ими хвастаться, она будет типа подчеркивать, вот я этим обладаю, где-то на публику даже подчеркивать, посмотрите, какая я. Вот тут такое тоже есть, бахвальство какое-то, вот такое вот. Такое странное сочетание. Вроде как и старейшина мудрость, с другой стороны, эта карта, говорящая о том, что она все свои какие-то достоинства будет выпячивать, подчеркивать, делать на этом акцент, где-то даже самоутверждаться. Ну, такой типаж она может даже, хотя императрица это, ну, достойная карта во всех смыслах. Тут она может быть мамочкой, замужем может быть. Вообще императрица это наличие в ее характеристиках наилучших качеств 4 королев. Это и привлекательность, и интеллект, и умение где-то выстраивать там карьеру свою. И по жезловой королеве это тоже энергия, энергетически наполненный человек. То есть, по большому счету, достойные характеристики. Но как будто бы вот эти вот какие-то карты, они какие-то как по мелочам вот показывают, больше это как желание, вот желание вот такое, чтобы ее видели, да, на самом деле, ну, есть какие-то неприятные такие моменты, как будто бы женщина может где-то вот уколоть, ну, в переносном смысле, самоутвердиться, где-то за счет вот того человека, который там рядышком, ну, не настолько образованный, не настолько, может быть, интеллектуально, там у него такое какое-то развитие, уж не знаю, у кого-то, может быть, социальное, ниже, да, может, материально не столько человек может себе позволить. Она где-то может вот так вот как-то себя транслировать, я же говорю, как самоутверждаться, тем самым обижая тех, кто слабее. Не могу понять, это так сочетание такое тут дальше. Колесо фортуны и дьявол опять, и дьявол под дьяволом. Ну тут вот по вот этим картам, вот если так все логично, логически рассмотреть, то как будто бы она сама в шоке от того, что как в один момент в ее жизнь вот это колесо фортуны прокрутилось, и вместо того, что она там ожидала, изменений в лучшую сторону для нее, все заканчивается по дьяволу. Вполне возможно, сейчас я уточню, дьявол это она, это ее реакция. Нет, дьявол это как наличие выбора в ее жизни. Так, и скорее всего же выбор не в ее сторону. Не буду тут все опять к мужчине, к женщине сводить. Тут как будто повторюсь. Выбор, который она думала, что у нее уже все победа у нее в кармане,
А тут бабах по дьяволу, вот так вот и колесо фортуны. Как будто все проворачивается. И все, что и остается, это только, знаете, с каким-то типа умным видом делать вид, да, что типа все-таки было запланировано, а я и не мечтала там о чем-то. Ну что ж, и так бывает. Ну как-то так. Как будто бы все в жизни к лучшему. На самом деле у нее в голове, да почему так? Я этого заслуживала. Я это и заслуживаю. Ну, вот состояние такое, как безденежное, безресурсность. Она говорит, я не поняла. Все же должно было сложиться, все абсолютно по-другому. А это урок какой-то для нее. Для того, чтобы лишний раз не бежать впереди паровоза. Где-то вот тоже вот чему-то ее учат, что в один момент может в этой жизни все измениться. И не все всегда зависит от нее. И тем более уж не все так в жизни складывается, как ей бы хотелось, как она видит, как оно должно складываться. Вот как-то почему-то мне эту женщину подсветили, я не знаю. Давайте посмотрим. Вот она о вас думает. Постоянно она о вас думает. А давайте спросим еще, а что вас связывает, да? Сейчас посмотрим тут, что она о вас думает постоянно. А что вас связывает? Что вас может связывать? Она хочет вас подчинить. Вы не хотите подчинить. А вы как конкурентки какие-то. У вас, с вашей стороны, смотрите, я все, что выпало, я честно читаю. Спрашиваю, что вас связывает? Карта подчинения. Тут человек, у которого вокруг шеи намотаны цепи. Я спросила, с ее стороны, вот эта вот карта лестницы вверх, это желание где-то самоутвердиться опять, показать, что она более достойна, она занимает более высокий там, не знаю, то ли положение в обществе, то ли, социальный статус, там уже не знаю, экономический, может быть, она там более выгодном каком-то положении там. Карьеру я уже сказала, может быть, семейная, но тут больше как будто бы желание доказать, что вот у нее все круче, лучше, да, вот, чем у вас. А с вашей стороны тоже какая-то игра идет в ее сторону. То есть, может быть, где-то вы там, отзеркаливаете и считываете ее поведение. И в ответ тоже хотите, не хотите, но что-то там периодически транслируете. То есть явно это не дружеские отношения, это какие-то отношения такие, где люди самоутверждаются и где-то друг другу что-то показывают. Она говорит, нет, я круче, а вы такая, да не, дорогая, остынь, у меня тоже все неплохо, допустим, не знаю. А зачем вы с ней играете в эти игры? Карта парусник, о чем? Странные карты, зачем? Не знаю, девочки, вот сейчас вы понаписываете, Ира, я таким не занимаюсь, а тут как-то так интересно, я спрашиваю, зачем вы с ней в эти игры играете? Хотя логичнее, наверное, было спросить, зачем она с вами играет, не знаю, почему-то спросила за вас. Затем, что, знаете, опять-таки, вы тоже по карте парусник ждете, ожидаете, что в вашей жизни сейчас тоже все изменится в лучшую сторону. Надеюсь, не на ровном месте, вы там прикладываете усилия какие-то, да, и там занимаетесь чем-то, что в перспективе принесет вот эти изменения. Но тут как будто бы говорят, почему вы тоже где-то это транслируете, что у вас какую-то игру видите, что у вас тоже все классно. Потому что тут карта род, семья, и говорите, не всегда у меня все так хорошо, может быть, да, не всегда. А я не хотела бы, чтобы она знала, я хотела бы, чтобы она думала о том, что у меня там урожай, что у меня тоже все хорошо и прекрасно. Почему-то вы не хотите показывать ей свои какой-то... Может быть, у каждого из нас бывают проблемы, да, в семье. Почему-то вы хотите это скрыть, и все-таки тоже надеетесь, что как будто бы вы тоже хотите ей показать картинку лучше, чем она есть у вас. Вот так вот. Давайте я спрошу, так чтобы быть честными уже. А зачем она вот это вот? Хотя я вижу зачем. Потому что ей очень важно показать свою статусность какую-то там. Может, то, что... Увидеть как-будто, чтобы вы в каком-то более уязвимом состоянии, вот, чем она.
вот подчинить вас где-то вот желание. Я спрошу, хорошо, я еще спрошу, зачем мне это нужно? Не знаю, девочки, мне так кажется, не знаю, насколько это было, может быть, раньше, или в принципе кто-то ему сказать о том, что, почему я спрашиваю, зачем ей это, тут вот могли сказать о том, что, допустим, у вас в прошлом мужчина был какой-то, или он есть, карта якорь, мужчина, знаете, как опора, стабильность какая-то. Ну или ей так кажется, что у вас есть такой мужчина, на которого вы можете положиться, который тут материально может быть, ну такой, человек уверен в себе, и вы можете, как в хорошем смысле, как за каменной стеной. Или ей кажется, что опять у вас такой есть мужчина. И карта тут это как зависть женская, карта шабаш, игра. Ну, где-то доказать, что я сама, допустим, могу этого всего достичь. Там, если у вас там вы чего-то достигли, ей кажется, что она может 1000 раз лучше этого достичь. Но ей кажется, и хотелось бы. На самом деле, вот как тяжелую ношу она тащит. Ей так хотелось бы по карте очищения где-то, ну, ей нужно это как будто проработать, избавиться от этих каких-то вот у нее такие странные какие-то. Странное такое ощущение, где-то опять-таки как самоутвердиться, где-то, может быть, если у нее нет этого мужчины постоянного или тот, который о ней заботится, ей бы хотелось, там, допустим, сказать, когда я вышла замуж, я помню, первый раз, и моя подруга, я считала ее подругой, и в один момент у нее прям как вылетело из нее, я в таком шоке была, а у нее тогда, по-моему, мужчины не было, не помню уже, и она мне все рассказывала. Я даже не спрашивала, из нее вылетела фраза такая, что типа мужчины уходят и приходят, да, и не всегда у тебя будет такой обеспеченный мужчина, да, а типа нужно самой карьеру строить, там развиваться, тра-ля-ля, хотя на то время, ну, скажем так, она пришла, у меня был маленький бизнес, она пришла, она пользовалась плодами моего бизнеса. И просто она так себя позиционировала, что-то она всем занимается материально, она на своих плечах тащит, и у нее все будет хорошо, а от меня будто бы мужчина уйдет, и я останусь у разбитого корыта. И это все так в одной каком-то таком предложении пролетело. Я была в таком шоке, даже не догадывалась о том, что она настолько это все болезненно воспринимает, отсутствие этого какого-то обеспеченного мужчины в ее жизни. Вот тут что-то такое похожее может быть. Какая-то женская зависть, ревность. Ревность в плане того, что вы можете иметь что-то, то, чего нет у нее. Желание вам доказать, что она сама всего добьется. У нее будут результаты лучше, чем у вас. Ладно, так, быстренько. Что она постоянно думает о вас? Угу. Угу. Зависть, девочки. Зависть. Она думает о вас. Так, вот это единственная карта я хочу уточнить. Это у вас разбито сердце? Нет, это не у вас. То есть это вы разбиваете сердца. Понятно. Отторжение спросила. Вы разбиваете сердце. Карта отторжения. То есть нет. Смотрите, она думает и считает вас очень хитрой лисичкой, которая тут темпераментная, страстная. И тут еще карта Эрос. Знаете, считает вас женщиной, которая умеет использовать свои где-то женские чары, быть сексуально привлекательной. Какая-то, знаете, такая хитруля. Причем, которая разбивает мужские сердца очень легко. Тут карта затмения, раз вплоть до того, что вводите мужчин в какой-то ступор. Я же говорю, используйте свои женские эти чары, да, колдуете. При этом тут карта привидений, дальше хрустальная туфелька и смерть. Это история о том, что где-то вы, в ее понимании,
как засядете какому-то мужчине в голову, ну тут не сколько в голову, хотя сердце разбиваете тоже, да. Тут карта Эрос, то есть, повторюсь еще, как будто бы вот настолько можете какую-то планку такую поднять, ну не знаю, что требований, не требований, а вот настолько стать где-то незаменимой, яркой, интересной. Такой мужчина, такая женщина, знаете, как женщина, которая проходит как вот красная нить по жизни мужчины, да, то есть цепляете мужчин, умеете завораживать, умеете, такое какое-то впечатление у них оказываете, прям, ну, роковая какая-то даже, роковая. При этом она вас видит хитрой, то есть женщина вас видит женщиной, которая использует мужчин, использует вовсю тут. И может быть на долгое время, вот как будто бы после вас, вот не то, что там шлейф из разбитых сердец, ну, тут даже не в этом дело, а как будто бы после вас вот мужчине очень трудно потом выстроить личную жизнь какую-то. Вот после вас трудно ему, может быть, знаете, как найти какую-то женщину, которая бы зацепила его. Вот тут такое какое-то. При этом по хрустальной туфельке и смерть, она видит вас женщина, которая не будет мириться, подстраиваться под мужчину, которая скорее свое чего-то там получит, добьется, прогнет мужчину скорее, да, проманипулирует как-то. Но она не будет ради мужчины отказываться тут ни, допустим, ни от карьеры, ни от чего, от каких-то там своих желаний, мечтаний, потребностей. Не, тут скорее. Нет, карта смерть. Если вам какие-то форматы будут предлагать, которые вас не устроят, она видит вас женщиной, которая... Вот это она думает о вас так постоянно, о том, что как-то вы так умеете влиять на мужчин, так как-то вы их под себя подстраиваете, не соглашаетесь ни на какие-то форматы, которые вас обижают или унижают. Опять-таки, видит вас женщина, которая даже если там бывают периоды какие-то там, ну, тут карта страх, то вы как будто бы нашли ключики к решению этого. Ну, то есть умеете совладать с этими страхами, не идете на поводу, вплоть до того, что если там, ну, тут если подряд все так прочесть, то если даже мужчина как-то начинает себя так вести не очень достойно, да, и вы, допустим, понимаете, что у этого мужчины есть выбор, то другая там промолчит как-то, где-то согласится, пойдет на какой-то консенсус, придет к консенсусу, к компромиссу какому-то, да, то она вас видит женщина, которая даже не побоится разрывать взаимоотношения, если ее не устраивает. Ну, вот так вот про вас она думает. То есть как будто бы вами трудно манипулировать. Скорее всего, знаете, тут такая женщина, которая может сказать, да, там, где ты учился, я преподавала, да, вот этим манипуляциям. Может быть, знает, что вы увлекаетесь психологией. Может быть, там тоже какие-то эзотерика, да, и опять-таки какие-то знания вам это дает. То есть где-то вот эта карта, смотрите, тут причастие, она вот такая карта, как слияние мужчины и женщины. И карта ключ. Вы обладаете, по ее мнению, вот этим ключом, вы знаете, как мужчину в хорошем смысле к себе, тут прям мужчина, слияние, мужчины и женщины, как вдвоем. И тут женщина как чуть-чуть сверху такой. Чтобы вы знаете, как одержать эту победу. Ну, я против того, чтобы была какая-то борьба между мужчиной и женщиной. Упаси Господи, против этих манипуляций, против, девочки. Даже если они во благо. Все равно против. Хотя сама грешу. Что я могу сказать, да. Но тут карта, вот эта рыба золотая, да, тут как будто бы мужчины могут исполнять ваши желания заветные. Вот то, что вы задумали, то вы это воплощаете. При этом такой странный подтекст, ей кажется, вот она думает о вас, и ей кажется, что вы, еще карта лотос сверху, даже вы, когда получаете эту победу, все равно мужчины о вас думают хорошо, понимаете? Нет такого ощущения, что вас там какой-то стервью там считают, сволочью какой-то, или вот этой самой хитрой лисой. Нет, это она вас такой считает, это она по факту как анализирует ваше поведение, может быть, ваш какой-то опыт с мужчинами, может, ваш жизненный путь какой-то, я уже не знаю, девочки. Но почему-то она вот так вот какие-то из мелочей составляет эту картинку, и она говорит, вот она мужчина, вы доводите до какого-то такого состояния, они как залипают, вот тут как роковая женщина, залипают.
ключики вы находите к их сердцу. Опять знаете, как с ними себя вести. И при этом достигаете желаемого. И при этом же эти мужчины про вас ничего плохого не говорят. То есть карта лотос. Чистота. Лотос — это тот цветок, который поднимается из ила, из грязи на поверхность воды, да. И на этой поверхности раскрывается и абсолютно белоснежный цветок. На нем нет ни капельки этой грязи. Вот так вот как-то, может быть, так она видит, что по жизни вы так как-то идете. Вот вам, как вы, по ее мнению, как удается какой-то выйти, ну, то ли сухой из воды, то ли что-то из этой серии. Опять-таки, мысли про вас. Вот тут карта всадница воздуха. Женщина, которая, опять-таки, про вас она это думает постоянно о том, что у вас надежный то ли друг какой-то. Ну, очень часто эта карта считывается, когда, видите, тут такая наездница сидит, красивая женщина, и тут такой, ну, конь, да, лошадь. И смысл этого всего. Этот конь, он, видите, такой мощный. Это скорее не этот изящный такой какой-то арабский скакун, да, там. А тут больше такой, не знаю даже, как это правильно сказать. Ну, ладно, как эта карта читается? Не хочу никого просто обидеть, уж тем более мужчину не хочу никакого обидеть. Эта карта так считывается, что у вас, допустим, по ее мнению, есть очень надежный мужчина, который пускай не будет там, уж не знаю, там какой-то там идеальный там сексуальный красавец, не знаю, может кому-то и нужен такой, но ну, кому-то нужен, да, наверное. Но это будет очень надежный друг, который всегда подставит плечо, который будет заботиться, в котором вы будете уверены. И вот тут из этих всех карт выходит, что у вас тут есть выбор из мужчин, вы им головы можете морочить, вы на них оказываете какое-то магнетическое влияние, но в конце концов вы выбираете какого-то очень серьезного, стабильного мужчину. Вот тут вот такое вот по этим картам. Опять-таки, что она еще думает о вас? Тройка кубков. Вы веселитесь, цветете и пахнете. В любой компании находите там друзей. Найдете о чем поговорить. Опять какой-то образ жизни, кажется, ведете такой. Можете себе позволить, уж не знаю, то ли бокал вина где-то, то ли с подругами в кафе. Ну, тут такое, какое-то веселье, радость, какая-то беззаботность даже. И по тузу этих пентаклей, девочки, вообще на вас характеристика, вот как будто в конце концов она все равно. Эта карта замечательная. Она говорит о том, что она думает о вас, о том, что вы на самом деле очень достойная. Достойная, ценная во всех смыслах. Женщина, может быть, даже в прямом смысле как будто притягивает богатство. Вот как будто бы удачу, везение, сама по себе достойная, но вот опять-таки, как будто женщина, которая никогда не будет в бедности. Если и будет, то это будут какие-то там, уж не знаю, там, даже не месяцы, не годы, уж тем более, это какие-то там дни, там, может даже не дни, пару часов, а потом на нее опять как из рога изобилия будет сыпаться и удача тут, и материалка. Тут почему-то идет как зависть вашей материалки. И кажется, что у вас все хорошо в плане материалки. Ну, вот как-то так. Ну, вот такой сегодня расклад вышел. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч. И еще эта карта, кстати, девочки, говорит о том, что удача. Сама по себе вы удачливая. И, кстати, шансы по жизни. Вот вы как будто бы вы берете, вы реализуете, вы пользуетесь этими шансами. Эти шансы вам предоставляет Вселенная. Тоже об этом. Это шансы. Угу. Все, до новых встреч.